Всем привет и спасибо, что зашли на мой канал. Друзья, вы очень удачно зашли. Сегодня я приготовила пельмени с сочной и вкуснейшей начинкой. Вернее, сегодня всего лишь отварила замороженные пельмени, то есть полуфабрикат из них. А налепила я их еще вчера и отправила в морозильник. Наверняка многие из вас знают о том, что пельмени – традиционное блюдо восточных славян. Но надо отметить, что пельмени стали излюбленным блюдом многих семей в постсоветских странах. Мы не исключением. Мы со всей семьей обожаем пельмени, а я пельмени люблю еще за то, что они отлично подходят в качестве полуфабриката, ведь любой полуфабрикат – это палочка-выручалочка для хозяек. В этом видеорецепте я хочу поделиться с вами как приготовлением самих пельменей, так и полуфабриката из них. То есть этот видеорецепт 2 в 1. Кому интересно, оставайтесь со мной и давайте пройдемся пошагово рецептом вкуснейших домашних пельменей вместе. Перечень и количество всех ингредиентов для приготовления одной порции пельменей вы видите на ваших экранах. Эту же информацию я продублирую внизу под видео. Но готовлю я сегодня двойную порцию. А что, гулять так гулять? Что мелочиться? Итак, начну с теста. Мешаю сухие ингредиенты. В просеянную муку насыпаю соль и чайную соду. При желании можно еще класть ложечку сахара для баланса вкуса. Я иногда так и делаю, а иногда нет. Сегодня не буду класть сахар. Все хорошенько мешаю и делаю углубление в середине. В отдельной миске взбиваю яйца и отправляю их в это углубление. Туда же отправляю рафинированное растительное масло. У меня сегодня подсолнечное, но вполне подойдет любое рафинированное растительное масло. Теперь выливаю в эту массу питьевую воду. Желательно, чтобы вода была теплой. В принципе, как и все остальные ингредиенты. Все ингредиенты положила. Теперь можно замесить тесто. Сперва мешаю тесто ложкой, потом руками и затем перехожу на стол и примерно 15 минут домешиваю тесто на столе. При необходимости можно насыпать рабочую поверхность мукой, но старайтесь тесто не забивать мукой. Друзья, рецепт, которым я сегодня с вами делюсь, настолько рабочий, что тут все рассчитано до граммов. И несмотря на то, что мука бывает разная, то максимум на одну ложку муки может уйти больше или меньше. Так что, несмотря на то, что в начале тесто получится непослушным и липким, советую не забивать его мукой. Иначе вы получите тугое тесто, которое будет тяжело раскатывать, да и лепить пельмени из него будет тяжело. Уже не говоря о том, что пельмени из такого теста будут раскрываться и ломаться при заморозке. Готовое тесто разделяю на 12 частей. Из них 10 кусков одинаковые, а 2 побольше, примерно на треть больше, чем остальные. Для этого придаю тесту форму колбаски и нарезаю его на маленькие кусочки. Затем округляю эти кусочки, придаю им форму колобка. Кусочки теста можно округлять, подвернув края вовнутрь, затем немного катать на ладонях, чтобы зафиксировать форму. Также сделать маленькие шарики из теста можно на рабочем столе, при необходимости припылив его мукой, но не сильно. После этого необходимо дать тесту отдохнуть. Насыпаю на дно эмалированной кастрюли муку, раскладываю туда все шарики из теста и плотно закрываю кастрюлю крышкой. Для этого также можно взять стеклянную посуду, можно положить их в пластиковый пакет, смотрите уже сами. Пока отдыхает тесто, займусь фаршем. Фарш, конечно же, можно купить. Я обычно делаю его сама, что и вам советую. Я прокрутила телятину вместе с курдюком и репчатым луком. Готовый фарш посолила, поперчила, вернее, не просто поперчила, а добавила в фарш целый букет пряностей. Ну что, фарш готов, тесто отдохнуло, начинаю лепить пельмени. На рабочую поверхность насыпаю муку, подложив при этом специальный резак для пельменей. Резак для пельменей подпыляю для того, чтобы тесто не прилипало к станку. Благодаря этому можно будет готовые пельмени без проблем вытащить из станка.
Диаметр моего резака для пельменей 25 сантиметров, поэтому я раскатываю тесто примерно диаметром в 26 сантиметров и толщиной в 2-3 миллиметра. Естественно, когда раскрываю тесто, для удобства насыпаю на стол муку, благодаря чему тесто не прилипается к столу, соответственно, работается легче. Но верхняя сторона почти не припылена мукой. Готовый блин на резак надо разложить мучной стороной вниз. А если сделать это наоборот, то насыпанные мукой блины очень плохо будут клеиться между собой, и впоследствии чего они раскроются. После того, как разложила первый блин на резак для пельменей, тесто разравниваю, придавливаю блин, осторожно растягиваю его, так, чтобы блин полностью покрыл резак, даже чуть-чуть вышел за края, вот на вылет. Иначе при наполнении ячейки фаршем крайние пельмени окажутся половинчатыми. Такие пельмени при варке раскрываются и портят всю картину, а выбрасывать их тоже не дело. С этим тоже справилась. Теперь начиняю пельмени. Беру фарш примерно размером черешни бычье сердце. Наверняка многие из вас знают. И аккуратненько закладываю их по ячейкам. Надо сделать так, чтобы фарш не попал по перегородкам. В обратном случае блины между собой плохо соединяются, поэтому слишком много фарша тоже не надо класть. Все хорошо в меру. Раскрываю второй колобок. Также, идя с центра к краям, раскрываю тесто диаметром примерно в 26 сантиметров и накладываю сверху начиненных, но пока еще открытых пельменей. Если где-то блины не закрывают начиненные пельмешки, то натягиваю блин с этой стороны так, чтобы он полностью закрыл все начиненные ячейки станка для пельменей. Вот еще одно преимущество – сделать тесто эластичным, а не тугим. Тугое тесто вы так не растянете. Оно оборвется, края склеятся очень слабо. Ну что, верхним блином закрываю пельмени, начиненные фаршем. Энергичными движениями сверху хорошенько прохожу скалкой, благодаря чему верхние и нижние блины соединяются между собой, а лишние бока отрываются. Друзья, ну конечно, самые правильные пельмени – это те, что лепятся руками. Оспаривать это будет неправильно, если не сказать больше. Но если вы занятая женщина, и при этом вам очень хочется побаловать себя и своих близких таким изысканным блюдом, как пельмени, то вот такой вариант может выручить вас. Эти пельмени немного уступают по своему виду тем, что лепятся вручную. Но на вкус они такие же, поверьте. Приближаемся к финишной прямой. Просеиваю немного муки на стол и, держа этот резак под небольшим углом, стучу им об стол. И вуаля! Пельмешки с легкостью падают на стол. При этом надо быть внимательным, чтобы краем резака не попасть по тем пельмешкам, которые уже на столе. Если все же какие-то пельмешки прилепились между собой, их надо оторвать друг от друга, да так, чтобы не навредить пельмени. Теперь все пельмени надо по одному положить в какую-нибудь плоскую посуду, например, в поднос, и отправить их в морозильник. Дальше, как на конвейере. Пока эта партия пельменей примерзнут, я дальше буду лепить другую партию. Остатки теста из первой партии мешаю со свежей партией теста. В принципе, можно собирать все остатки от других партий тоже и использовать их только в конце. Но полученное тесто будет не такое мягкое, как смешанное со свежими кусками теста. Я всегда выбираю первый вариант, и поэтому изначально первые два колобка сделала побольше, а остальные чуть меньше, чем первые. Дальше также раскатываю два блина. Сперва один блин разложу на станок для пельменей, раскладываю фарш по ячейкам, сверху закрываю вторым блином, прохожу скалкой, переворачиваю резак, достаю пельмени, раскладываю их на поднос, отправляю в морозильник. И как только они чуть-чуть примерзнут,
и уже будут держать форму, перекладываю пельмени в контейнер. После чего отправляю контейнеры с полуфабрикатами с пельменей в морозильник. Замороженные пельмени можно раскладывать по герметичным кулькам. Я обычно раскладываю их по герметичным контейнерам. Нам, хозяйкам, в морозильнике, какой бы он ни был большой, всегда мало места для всего. И нам все время приходится замороженные продукты перекладывать из одного места в другое. Вот при такой дислокации продуктов края пельмешек в пакетиках могут крошиться. И во избежание этого я пельмешки храню в герметичных контейнерах. А вы уже смотрите сами. На следующий день, то есть сегодня, варю пельмени, вернее, уже полуфабрикат из них. Эту безумно вкусную палочку-выручалочку, полуфабрикат пельмени закидываю в кипящую воду прямо в замороженном виде. В кипящую воду также можно отправить лавровый лист, черный перец, горошек, семена кардамона. В моем случае в этом нет необходимости, так как фарш достаточно душистый. Варю пельмешки примерно 20 минут. Можно достать один из них и проверить. Если все нормально, с помощью шумовки можно достать все пельмени с огня и подавать их на стол. Пока пельмени горячие, можно сверху положить кусочек масла сливочного. Я в фарш добавила курдюк, поэтому не вижу в этом необходимости. Друзья, самые вкусные пельмени – это горячие пельмени, поэтому я пока прощаюсь с вами, и мы пойдем полакомимся пельмешками. Я всем желаю приятного аппетита и благодарю вас за просмотр. Очень надеюсь, что мое видео понравилось вам. Если это так, не забудьте ставить лайк этому видео. А я буду ждать вас на своем канале, ведь я и рада, всегда вам рада. Гостей приглашаю подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые практичные рецепты полезных вкусняшек от меня. Пока-пока и до новых встреч!